Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Марина проснулась и, как всегда, пошла умываться. Проходя мимо кухни, увидела, как ненавистный ей отчим дядя Миша накрывает на стол. Ее аж передернуло. Она люто ненавидела мужчину за то, что он сменил в их доме ее отца. Нет, он не уводил маму из семьи. Отец умер еще 4 года назад в автокатастрофе. Потом 3 года Марина и мама жили одни. И вот год назад появился дядя Миша. С его появлением в семье все изменилось. Они продали квартиру в городе и купили дом в небольшом поселке. Марина не хотела переезжать, но ее никто не спрашивал, ведь мама ждала еще ребеночка, и взрослые решили, что на свежем воздухе будет лучше. Только кому лучше? Им, все злилась Марина. Ее раздражало все. Ее бесила милая улыбка дяди Миши, как он обнимает маму, как рассказывает о том, что у них все будет хорошо. Эх, если бы он знал, как я его ненавижу. Мама Марины, как могла, сглаживала углы в отношениях мужа и дочери. Михаил и сам понимал, что девочка, мягко говоря, его не взлюбила. Он старался ей во всем угодить, даже иногда идя наперекор словам Кати, мамы Марины. Но что бы он ни делал, это приводило только к колким взглядам падчерицы. Марина умылась и пошла завтракать. Доев его, она, не сказав ни слова, встала из-за стола и направилась к себе в комнату. «Мариш», — ласково сказала мама, — «а ты не хочешь ничего сказать?» Марина посмотрела на мать и еле выдавила из себя. «Спасибо, дядь Миш». «На здоровье, Мариночка», — как всегда приветливо сказал Михаил. Марина пошла в комнату. Ей надо было собираться в школу, а взрослые остались на кухне. «Кать», — сказал Михаил, — «ну что мне еще сделать? Я уже перепробовала все. Я постоянно говорю, что я никогда не заменю ей отца, что его помнить и чтить всегда будут в этом доме. Но что бы я ни делал и ни говорил, ничего не помогает наладить отношения. Миш, ну потерпи немного. Я все знаю. Я тоже с ней разговаривала. А она в ответ только спрашивает, зачем я тогда отпустила Никиту уехать на подработку. А он поехал, чтобы подработать и купить ей сапожки, так как в тот день ее порвались, а до зарплаты была еще неделя, полушепотом сказала Катя. Михаил опустил голову. «Ну, может, когда у нее родится братик или сестричка, то она поменяется?» С надеждой в голосе сказал мужчина. «Конечно, поменяется», — улыбнулась Катя. Марина собрала учебники и молча вышла в школу. Она шла и вспоминала свою старую школу в городе. Там у нее были друзья. Они часто собирались после школы вместе во дворе и весело болтали. Сосед Пашка, который был в нее влюблен, учил ее играть на гитаре. И все было хорошо. А сейчас... Сейчас ей не нравился ни класс, ни школа. Одноклассники пытались с ней подружиться, но ее взгляд, ненавидящий все вокруг, в итоге всех распугал. Только соседка по парте, Ника, все не унималась и пыталась пробиться сквозь эту стену. Вот и сейчас, когда Марина пришла и села за парту, Ника не унималась. «Маринка, у нас сегодня посиделки у костра. Картошку печь будем, песни петь. Пойдем?» «Ника, ты же знаешь, что я не люблю, когда меня называют Маринка». «Знаю», — смеюсь, сказала девочка. «А иначе ты в ответ бы и слова не промолвила. Я же вижу, что тебе тут все не нравится. Но, может быть, понравятся вечерние посиделки?» Марина задумалась. А может и правда дать шанс этому месту? Может, тут есть хоть что-то хорошее? «Я подумаю», — ответила она, и прозвенел звонок на урок. После школы Марина шла и думала о предложении. Ведь зачем она живет как затворница? Ей 17, она уже достаточно большая, чтобы посидеть вечером с ребятами и дойти сама до дома. Она шла и представляла, как мама и дядя Миша ей запретят идти, и тогда она точно пойдет, назло им. Мама действительно была против. «Марин, ты там никого не знаешь. Вечер, костер. А еще, наверное, выпивка? Не рановато ли? Да и как потом домой одна пойдешь? Дядя Миша вечером уедет в командировку по работе, важную. Мне еще в дорогу его собрать нужно. От этой командировки наше будущее зависит. У тебя один дядя Миша на уме», — зло сказала Марина. «Дядя Миша то, дядя Миша сё. А как же я? Как моя жизнь? Вы увезли меня сюда из того места, которое я любила, от моих друзей, в какую-то глухомань. И все потому, что вам нужен свежий воздух. И дядя Миша здесь вырос и знает, что тут хорошо. Кому хорошо? Ему?
В этот момент зашел Михаил. «Так, девочки, что за шум?» – весело спросил он, хотя и слышал весь их разговор, но не подал вида. «Миш, она на посиделке у костра собирается. Ну куда ей?» «Посиделки у костра», – мечтательно произнес Михаил. «Так это же здорово, с ребятами познакомиться. А если там алкоголь, и не дай бог, что случится по пути домой? Темно ведь уже будет, а тебя дома нет». «Кать, там будет все хорошо. Картошки напекут, с собой термос с чаем дадим, песни попоют, да разойдутся. Я в молодости так любила эти посиделки, и все там нормально». И он подмигнул жене. «Ладно», — сказала мама, — «иди, но домой не позже 11, поняла?» Марина стояла и не знала, как реагировать. План побега уже не понадобится, а она так тщательно его разрабатывала. Она кивнула и пошла в комнату собираться. «Миш, ну вот ты опять за свое. Я запрещаю, ты разрешаешь. Думаешь, такое поведение поможет наладить отношения? Мы уже через это проходили, и ничего не поменялось». «Кать, все будет хорошо. Я позвоню Кольке, у него сын Пашка, ходит тоже туда. Попрошу, чтобы присмотрел и проводил». После этих слов Катя успокоилась. Марине действительно понравилось сидеть у костра. Звездное небо, печеная картошка, песни под гитару. Да и одноклассники оказались не такими ужасными, как ей думалось, а веселые ребята. И алкоголя там не было, как и сказала Ника, а только чай, компот и соки. Ника подошла к Марине. «Ну как тебе?» – спросила она. «Ника, а знаешь, здесь правда хорошо. Вы часто так собираетесь?» «Когда как. Стараемся раз в 2 недели. Но бывает и реже. Еще хочешь прийти?» – задорно спросила Ника. «Да», – уверенно ответила Марина. «А почему именно в этом месте, а не у кого-то во дворе?» «Эх ты, городская. Видишь, здесь травы нет. Это специально, чтобы, если вдруг ветер подует, огонь не перекинулся на траву. А во дворе у тебя есть такое место, без травы и строений поблизости?» «Пока нет», — сказала Марина, а в голове у нее уже был план. Павел, как и обещал отцу, проводил Марину. Он ничего не сказал, что его просил отец, так как знал от отца про ее отношения с отчимом. Да и Маринка ему понравилась с самого первого дня в школе, хоть и была отстраненной от всех. А Марина шла и думала: ну вот, и тут Паша есть, и тоже на гитаре играет. Да и парень, умный и красивый. Ей им понравился даже больше, чем тот городской Паша. Тот ее любил, а она никогда не отвечала ему взаимностью. Что-то в нем отпугивало. А этот парень не отпугивал. Поэтому она сразу согласилась, чтобы он ее проводил. Прошло 2 недели. Мама Марины заметила в ней перемены. Девочка начала чаще улыбаться и более охотно идти в школу, но отношения с Михаилом остались на прежнем уровне. Был четверг. Мама Марины пришла на кухню позже всех. Она была очень бледной и испуганной. Михаил тут же подскочил из-за стола. «Кать, что с тобой?» «Нам надо срочно в больницу», — только и смогла произнести Катя. Марина подскочила, но мать остановила ее. «Маришка, иди в школу. Ты уже большая и побудешь немного дома одна». И мама с отчимом уехали в больницу. После 3-го урока Марина получила сообщение от мамы. «Мариш, ничего страшного, но мне в больнице придется побыть до понедельника. Дядя Миша останется тут, так как надо привозить лекарства. Ты у меня умничка и справишься одна несколько дней. Если что-то потребуется, сходи к тете Гале через 2 дома. Немного денег у меня в тумбочке, в верхнем ящике. Целую, мама». Марина успокоилась, написала ответ на СМС, что все будет хорошо. После уроков Марина сидела дома одна. Завтра должны были быть посиделки у костра, но Павел заболел, как и еще несколько ребят, и решили перенести на неделю. И тут у нее возникла идея. Она пошла во двор и приметила место, которое ей казалось далеко от строений, разгребла там траву и даже немного окопала. «Вот тут тогда и посидим», — решила она. На следующий день она рассказала Нике о своей идее. Ника не поддержала. «Нельзя во дворе, Марин, это опасно», — сказала Ника. «Давай просто во дворе посидим без костра». Марина согласилась. После школы она хлопотала на кухне, надо было что-то приготовить. Вечером стали приходить ребята. Они вытащили стол с летней кухни и поставили во дворе. Марина полезла в погреб за соленьем и увидела стройный ряд бутылок с вином. Она вспомнила, что дядя Миша делал вино сам. Она вытащила пару бутылок и предложила ребятам немного выпить. Мол, это же свое, без химии, и никто не отравится.
В это время в больнице Кате было что-то неспокойно, но дочка написала, что у нее все хорошо, и она делает уроки. Михаил тоже почему-то не находил себе места. Наверное, это из-за жены, думал он, но врач вроде успокоил, что все более-менее в норме. Вот придут результаты анализа в понедельник и, скорее всего, выпишут Катю. Он приехал к Кате и увидел в коридоре врача. «Наталья Андреевна, что-то вы припозднились», — сказал мужчина. «Михаил Викторович, да у меня дежурная смена сегодня. Зато я уже получила результаты анализов Екатерины Дмитриевны и сейчас как раз шла к ней». Михаил, волнуясь, пошел вслед за врачом. Катя, когда увидела вечернюю делегацию, состоящую из врача и мужа, аж немного испугалась. Увидев испуг на лице женщины, врач сказала: «Все хорошо, Екатерина Дмитриевна, просто дежурю сегодня. Вот, ваши результаты пришли. У вас все нормально, такое бывает. Вы прибыли с сильно низким гемоглобином, но мы его повысили, а дальше вы уж сами. Если хотите, могу выписать сейчас. А дома не забывайте побольше кушать мяса и фруктов. Я напишу все рекомендации». Катя и Михаил были счастливы и начали собирать вещи, но какая-то тревога все равно не покидала их сердца. «Миш, езжай потише, что-то кошки на душе скребут. На улице уже темно, а тут скоро и фонарей не будет». Но Михаил и так вел машину аккуратно, ведь он вез самое драгоценное в его жизни. В это время уже хорошо подвыпившие ребята расходились по домам. Каждый только думал, как пройти незамеченными родителями. Костер они все-таки зажгли. Надо же было согреваться. Проводив всех, Марина глянула на стол в пустых бутылках, собрала их в пакет. Ну и пусть дядь Миша увидит пропажу. Матери он ничего не скажет, а ей тем более, ведь он ей никто. Костер почти догорел. Марина бросила на него взгляд и пошла домой, решив замести следы костра завтра, ведь мама приедет только в понедельник. Она зашла к себе в комнату и легла спать. За окном начал шуметь ветер, и она его закрыла. Шума ей сейчас и в голове хватало. Находясь в 3 улицах от дома, Катя и Михаил заметили, что что-то горит. Сердце еще больше заёкало у обоих, и Михаил прибавил газа. Катя пыталась дозвониться до дочери, но безуспешно. Она вспомнила, что забыла предупредить дочь о том, что они приедут сегодня. Уже подъезжая к дому, они поняли, что горит их дом. Люди таскают воду с колонки. «Сиди в машине», — строго сказал Михаил и бросился к дому. «Где дочка?» — кричал он людям. Но в ответ услышал, что пожарных вызвали, а дочь никто не видел. Мужчина накрыл голову курткой и ринулся в огонь. Люди пытались его остановить, но он только и кричал: «Маришка, дочка, ты где?» Пробираясь через огонь, он осматривал комнаты. На кухне схватил полотенце, окунул его в таз с водой и хоть как-то закрыл нос. Маришка была у себя в комнате. Она лежала без движения. Он начал ее трясти, и она приоткрыла глаза. Михаил накрыл ее лицо мокрым полотенцем, обмотал как мог одеяло и побежал прочь из дома. На улице уже была скорая помощь и пожарные, а рядом стояла застывшая в ужасе Катя. Михаил передал врачам Марину и потерял сознание. Марина пришла в себя в больнице. Рядом сидела заплаканная мама. «Маришка, солнышко, как ты нас напугала!» У Марины ныло плечо. Она посмотрела туда и увидела небольшой ожог. «Странно», — подумала она, — «почему только один и так мало?» Она помнила хоть и смутно, как дядя Миша проносил ее через огонь, и огня было много. «Мам, где папа?» — тихо спросила Марина. «Марин, папа умер давно, ты не помнишь?» — испугалась женщина. «Где папа Миша?» Катя расплакалась сильнее. «Мама, что с папой?» Катя плакала от того, что дочка назвала Михаила папой. Тут в палату медсестра закатила сидящего в кресле Михаила. Он сказал, если я его не отвезу к жене и дочке, то он сам пойдет. Но вы представляете, пойдет он. Это с его-то ожогами, с укором сказала медсестра. А Михаил как мог весело сказал: «Что, мои любимые девчонки, не ждали?» Марина впервые ласково посмотрела на него. Руки Михаила были все в бинтах, немного ноги и лицо, а у нее всего лишь плечо. Он спас ей жизнь, несмотря на ее поведение, и она была ему очень благодарна. «А где мы теперь будем жить?» – тихо спросила Марина. «Ты же хотела вернуться в город. Давайте купим там дом. Мы это себе сейчас можем позволить. Помнишь, я ездил в важную командировку? Так вот, теперь наш бизнес хорошо пошел».
Не хочу в город. А можно назад? Я больше не буду жечь костер во дворе. И брать вино. Марина стыдливо опустила глаза. А почему нельзя? Конечно, можно. А в городе купим тебе квартиру, чтобы было где жить, когда в институте будешь учиться. В дверь палаты постучались. Все обернулись и увидели Пашу с букетом полевых цветов. Михаил задорно сказал: «А ну, кати меня, мать! Тут к дочке пришли». И все опять засмеялись. Вот такая история, друзья. Как вы думаете, любой мужчина поступил бы так же, как Михаил? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.